Представители знака зодиака Телец, тельцы мои дорогие, здравствуйте. Пасьянс, Таро расклад, неожиданности и сюрпризы сентября. И неожиданности и сюрпризы сентября могут быть с первых дней, с учетом даже планетарных событий, поскольку идет период большой ретроградности, буквально с первых чисел. А кто-то из вас уже теперь чувствует эти предпосылки еще в августе, что какие-то договоренности не срабатывают, что-то меняется либо у вас, либо в жизни тех людей, с которыми вы взаимодействуете. Какие-то договоренности или уже, может быть, вы с чем-то даже определились, и вдруг какие-то новости появляются, или появляется то, что вы, не можете проанализировать, вот какая-то неизвестность, или какие-то вопросы новые возникают, и у каждого в своей сфере жизни будет. У кого-то будет больше проигрываться личная жизнь, у кого-то именно тема работы и денег. Но, безусловно, это планетарно. И мы с вами посмотрим, что думают карты. Больше, наверное, это первая половина сентября. По следующим, где-то ближе к середине месяца, я сделаю еще один расклад, потому что могу предположить, что события, если они идут по какому-то своему сценарию, и мы их не можем предугадать. Или, несмотря на все наши просчеты, все равно что-то идет само по себе. Поэтому вторая половина сентября как раз и планетарно тоже может отличаться где-то от первой. Но первая может нам как раз и неожиданности, и сюрпризы ставить. У нас сегодня новый пасьянс, мои дорогие. Я создала эти карты более крупными. Вот я буду благодарна вашим отзывам, комментариям, насколько это будет вам удобно. Надеюсь, более удобно, чем мелкие карты, которые, это типография. Это такой пробный шар, назовем. Или творчество, еще один из моих вариантов творческих. Поэтому я надеюсь, нам эти карты или эти значения выпавших карт чем-то помогут. Или мы будем допускать как раз альтернативное развитие событий. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Итак, неожиданности и сюрпризы сентября для тельцов. С первых дней месяца. Чего это может касаться? Давайте. Как сфера жизни или какие вопросы могут так вот нежданно-негаданно вдруг встать на повестку первых дней, первых недель месяца? И пока нет совпадений, не вижу. Несколько, возможно, для вас это необычно, а вот и первое совпадение. Посмотрите, компас. Вы словно меняете ориентиры. Ориентиры, если, предположим, вот, кстати, две сферы жизни, я говорила. У кого-то личная жизнь, у кого-то работа. Такой ориентир, если что-то в одной, как будто сфере начинает в вашей жизни барахлить, телец быстро переключится на что-то другое. Хотя я могу так вот и допустить даже компас, ведь это именно какое-то направление вы берете, избираете. Если мы банально возьмем, у многих из вас могли стоять вопросы переезда или обустройства быта, или где я буду. Вот такие связанные с перемещением, к примеру, вопросы. Вы собирались в одно место, а тут вы засобираетесь в другое. И не потому, что вы именно передумали, а либо развились события, и перед вами как новую какую-то возможность открывают, либо обстановка именно внешне вынуждает к тому, что вам нужно что-то изменить. Вот именно как направление вот по этому компасу. Буквально, может быть, и будем говорить географически, но у кого-то это проиграется как смена вашего ракурса. То есть вот что для вас как наиболее важным, смена какая-то приоритетов, смена парадигмы, в принципе, компас. Это, все то, куда мы собираемся, по крайней мере, идти, или какие ставим цели, намерения, что мы собираемся осуществлять в ближайшее время. Вот здесь что-то, как на кону, вы можете поставить другое, нежели то, что было, допустим, в середине августа. Думалось, возможно, одно, а обстоятельства вас могли таким образом привести к каким-то выводам, что вот нет, вот теперь вот у меня только так и никак по-другому.
Пока с вами говорю, смотрю, что тут у нас еще совпадает. Крупная карта. Так. И я пока не вижу. Идем дальше. Тоже руку пока не набила, поэтому так быстро сориентироваться достаточно сложно. Но вот чем вы будете заниматься? Что-то вы будете согласовывать в высоких инстанциях, может быть, в банках. Вот учреждение официальное у вас выпадает, образ. И, возможно, подписывать какие-то документы, что-то узнавать. Одним словом, что-то делать наверняка, хорошо, с точностью, по закону. Или буквально, ну, где-то, если мы говорим про банки, у кого-то это согласовывать кредит, или наоборот, закрывать кредиты какие-то, с чем-то определяться. И это все то, что прописано как. Это не просто наше там предположение или желание. Нет, вот что-то, то, что сделано с точкой. Вот этими вещами, по крайней мере, вы будете заниматься. И одновременно место может быть либо вашего проживания, посмотрите, подкова, либо это карта, точнее, значение семейного счастья. Вопросы, может быть, действительно связанные с переездом и оформлением каких-то документов, или как правильно это сделать, вы будете узнавать, или консультироваться, может быть, даже и с юристами, я такое могу предположить. Все же у каждого какой-то свой вопрос. Но семейное счастье, есть радость. Вот именно через личную жизнь какие-то приятные, мои дорогие тельцы, новости приходят. Или, может быть, это не новость вовсе, а что-то очень добро хорошее, то, что, ну, как развязка какая-то наступает. У нас же ведь тут все же выпадало еще официальное учреждение. И посмотрите, официальное учреждение, подкова, семейное счастье и солнце. Радость, счастье, значит, с кем нужно, вы со всеми договоритесь. Даже если где-то приходится корректировать планы, но все равно для вас какой-то бонус совершенно точно в каком-то вопросе, в каком-то деле. Он будет, мои дорогие тельцы. Идем дальше. Что нам расскажут? И тем не менее, куда-то закрытый путь. Может быть, вы и собираетесь куда-то, да, отправиться, как я уже сказала. Но пока не в начале сентября, извините, и, по крайней мере, не в первые 2 недели, мы же оговорили с вами срок. Вот как будто это сделать не получится. Хотя это, в принципе, может быть, мои дорогие, это не обязательно, что именно вот в этом пункте так сойдется. Вы меняете словно направление, меняетесь сами, меняется какая-то ваша парадигма, последовательность или ваши приоритеты. И если мы выбираем что-то одно, неизбежно мы от чего-то и отказываемся. И это тоже может свидетельствовать, что иду в одном направлении, а прошлое я вот словно на замок ставлю. Все, нет места прошлому. И такое тоже может быть. Или может быть конкретное место, куда вы собирались переезжать. Оно уже не актуально по тем или иным причинам. У вас выпадает пара, мои дорогие. И это значение именно пара. Союз мужчины и женщины. Либо это ваша семья и пара, либо ваши уже партнерские отношения. Но это даже если вы сейчас один или одна, тот человек, которого вы уже знаете, либо с ним какие-то могут быть вопросы, либо судьба сводит по разным поводам, но общение как будто предусматривается. Для тех, кто один или одна, может быть и так, что о себе напомнит человек, с которым вы уже ранее были знакомы. И так тоже, возможно, вы встретитесь и будете тоже решать некоторые вопросы. Или просто, конечно, общаться, потому что нам тут про общение, про взаимосвязь между людьми говорят. Пока с вами разговариваю, смотрю, что у вас совпало. Кольцо. Еще у вас совпало кольцо. Союз какой-то прочный. Можете не сомневаться. И причем у вас, смотрите, как совпало солнце.
Солнце, кольцо, подкова. Официальные какие-то оформления и пара. Кто знает, может быть, это в сторону какого-то бракосочетания. У кого-то может складываться так события или история вашей пары. Не могу отрицать, все же мы все разные. У кого-то может быть и как раз обратный тоже процесс, когда мы опять же идем в официальное учреждение, потому что, ну, мы должны что-то оформить. Даже те союзы, которые, ну, уже по каким-то причинам утрачено взаимопонимание, которых де-факто нет, а де-юре они еще есть. Смотрю, что еще у вас совпало. Не вижу, мои дорогие тельцы, еще совпадений ближайших. Мы смотрим именно по тем картам, которые значения совпадают как бы по квадрату, не по диагонали. Ну, разве что мы когда-то смотрели последние карты, да, первый, последний, или верхний и нижний ряд. Если мы вот так рассмотрим, сейчас я посмотрю, что тут для вас тогда могут подсказать. То есть, ну, если мы как свиток скрутим воображаемую карту жизни, то что тогда мы получим еще? И я смотрю, что мы можем еще получить. И вы знаете, все равно нет, действительно, совпадений больше нет. Но и этого немало. Что-то у вас действительно определяется наверняка. Уходит какие-то часть сомнений или какая-то история, даже если она какая-то, ну, путаница была сплошная, абракадабра, извините, значит, постепенно проясняется. Проясняется обстановка, проясняются события. Действия конкретных людей становятся более отчетливо понятными для вас. Но, тем не менее, на картах Таро давайте мы спросим. Неожиданности и сюрпризы. Неожиданности. Достанем 3 карты. Что для тельцов в сентябре? Неожиданности. Какой сферы или чего это касается? Колесо фортуны. Вот так. Вот действительно колесо фортуны. Держите эту рулетку судьбы ближе к центру. И этот штурвал вы им должны как будто управлять. Хотя сама по себе карта как раз о неожиданностях, о переменах. И нам нужно быстро на что-то реагировать. Вы не должны от чего-то отказаться, мои дорогие тельцы. Для вас лучше на что-то согласиться, а потом все расставить по местам. Но не говорить вот резко, понимаете, как бы нет. Потому что тут что-то, как мы сказали с вами в самом начале, какая-то парадигма меняется. И мы ведь не знаем, будет нам это в пользу или нет. Нам пока сложно что-то предвидеть, просчитать. А со временем это что-то определится, события разовьются так, как должно. Для нас будет что-то более понятно и очевидно. Поэтому уже какой-то там в деталях рокировку какую-то будете делать после. Но по колесу фортуны это может быть, к примеру, известие. Мы не можем игнорировать или сказать: ну, сегодня пришло известие, а подумаю я завтра, послезавтра. Нет, тут как будто телефонный звонок нужно сделать. Или, может быть, хотя бы сказать: да, я в теме. Не говорить ни да, ни нет. Занять какой-то нейтралитет, может быть, мои дорогие тельцы. Но не проигнорировать, именно что-то проигнорировать никак нельзя. Иначе вы упускаете время в неожиданностях. И ведь это старший аркан. Сама по себе и неожиданность, ну и где-то сюрприз. Кстати, эта карта добрая в этой колоде, больше похожая на сюрприз, и у вас солнце совпало. Что же еще? Ну, какая-то как новая идея, но жезлы — это у нас дела, работа, бизнес, заработки. Может быть, и ваше творчество, может быть, и вопросы, связанные с детьми, как неожиданность. Может быть, меняется что-то у детей, и они вам будут что-то говорить. Прежде вы даже не предполагали, может быть, и взрослый как раз ребенок, которому вы помогали, ну, в курсе, понятно, вы каких-то событий, он вам так вот безапелляционно заявляет: я буду менять работу, или я, к примеру, буду менять университет, я решил другую специальность, или я решила, мне эта профессия не подходит. Ну, я, к примеру, просто жезл — это работа. Или, может быть, в личной жизни у вашего ребенка тоже что-то взрослого может быть, или какие-то вопросы, любые другие, тоже, которые могут быть связаны с детьми. Если с детьми
тема не актуальна, значит, это вы какое-то новое начинание или это вы уже ваша решимость идти вперед. Именно развивать что-то в конкретном направлении, и у вас компас. Вы быстро сориентируетесь. Как и по обстановке, так и по новостям. Король Пентаклей. Ну, это ваша карта, и король Пентаклей, великий консерватор. Тут не совсем про неожиданности. Разве нам говорят, будь внимателен к деньгам, у тебя должна быть, грубо говоря, заначка, мои дорогие тельцы. Потому что в основе всего все же лежит какая-то конкретика, практика, ну и неизбежно материализм. И если по части денег, значит быть более таким рачительно расчетливым хозяином. Может быть, деньги понадобятся для того, чтобы какой-то проект у вас осуществился. Может быть, и сами по себе денежные вопросы вы будете решать. По королю Пентаклей тоже проходят люди, и мы по полу карту не рассматриваем. Неважно, кто меня сейчас смотрит, девочки, мужчины. Это просто может быть партнер, будем говорить, по браку или тот, с кем вы проживаете. И какие-то планы вы будете строить. И эти планы, и если раньше было что-то там такое из области фантастики или более эфемерное, здесь вы будете перекладывать в практичную плоскость. Наши конкретные какие-то действия. Или как мы видим, будем обустраивать с тобой наш быт, например. Ну, или любой другой вопрос. Будьте внимательны. Сложновато у короля Пентаклей с вдохновением, потому что он верит тому, что осязаемо. Может быть, какие-то вопросы вдохновения как раз. Вот, или у кого творчество. Паж жезлов – это чаще как раз вот та огненная энергия, как импульс, когда мы что-то хотим осуществить. И значит, какое-то свое желание вы будете перекладывать в практичную плоскость. Именно потому, что словно у вас появляется какая-то возможность. Я не могу сказать, что, рассматривая вообще вот неожиданность, я предполагала это что-то, ну, ближе к минусу. Или то, что где-то нас может в смятение, предположим, повергнуть. Но карта колеса фортуны, да, она может говорить, что тут все что угодно может быть, но все же значение, как будто что не делается для вас к лучшему. Сюрпризы хорошо, давайте узнаем. Для тельцов семья, праздник после победы, 4 жезла. Это уверенность, это карта якоря. Это уверенность в сегодняшнем дне и где-то уже на завтрашний день. Нам показана семья, и значит, это могут быть вопросы, связанные как и с домом, так и с семьей. Может быть и переезд, опять же, какой-то тут с семьей у кого-то стоит на повестке. Как минимум 2 недель сентября, а то и всего месяца, а может быть, это уже тянется какой-то период. Правда, переезд не бывает осуществлен быстро. Ну, может быть, и бывает, но это отнюдь не закономерность. В принципе, как сюрприз, действительно, какая-то победа, какой-то праздник, какие-то счастливые события. Недаром солнце у вас выпадает. И это будет именно касаться вашей личной жизни. Для тех, кто один или одна, вы можете встретить такого человека, который будет, ну, где-то откликаться в основных, может быть, направлениях или в каких-то для вас, мои дорогие тельцы, жизненно важных принципах. Думать, похожим быть на вас может. Вот что-то такое. Когда не нужно долгих объяснений, когда мы друг друга понимаем. Все же семья у нас, посмотрите, как и в карте Таро фигурирует, так и у нас подкова выпала, кольцо у нас выпало. Поэтому, кто знает, кто-то статус, может быть, будет менять. Сюрпризы. Но 2 жезлов есть еще, правда, состояние выбора, по какой дороге пойду, или чему я отдам приоритет, или, может быть, и кому. Это вы в чем-то можете сомневаться. Или, может быть, все же это дела, работа, бизнес, повторюсь. И если у нас выпал паж, мы сказали, что уже решимость какая-то есть. Но в сюрпризах, может быть, добавляются какие-то новые обстоятельства жизни. И вы снова, словно опять становитесь на каком-то выборе. Я могу предположить, что вот этот выбор вам придется делать неоднократно в течение первых, как минимум, 2 недель, а то и всего месяца с сентября. И мы можем условно курсировать от одного жезла к другому, никак не решаясь, как будто сложно определиться. Может быть, есть какая-то тема. Давайте еще. Какой же сюрприз для вас, мои дорогие тельцы. Предложение, правда? Хотя по рыцарю кубков хорошее настроение, подарки, любовь, безусловно, комплименты. Но эта карта не есть какая-то очень серьезная, но у вас остальные зато серьезные выпали. Поэтому могу сказать, что в сюрпризах
хорошее настроение как будто обеспечено. И даже если тут что-то меняется вообще кардинально, вам как будто эти перемены будут нравиться. А то, что вам не нравится, вы не будете придавать этому какого-то глобального значения. Ни одной негативной карты, мои дорогие тельцы. Вы очень быстро тогда сориентируетесь в другую какую-то плоскость или найдете какие-то другие возможности. А для кого-то, может быть и правда, в личной жизни, как встреча предстоит с человеком, которому вы будете очень интересны, который будет вам оказывать знаки внимания. Ну и в принципе, даже если мы говорим на решение каких-то финансовых вопросов или деловых, хорошее настроение как будто вам обеспечено. Интересный период сентября. И буквально с первых дней, правда, вы тут с чем-то будете уже определяться. Потом словно пройдет какой-то период времени, и дальше у нас вот события развиваются. Кольцо, подкова, оформление, мы говорим официальные учреждения какие-то, солнце вам выпадает и пара. То есть что-то тут вот буквально под самый финал сентября у вас больше будет определенности, больше вот этой самой стабильности. Карта совет. Всегда говорю, туз мечей – это выход из лабиринта. И, может быть, и был какой-то лабиринт, но нам уже карты даже пасьянса сказали, что вы словно, ну вот, направление можете изменить. Или если в отношении чего-то вы или кого-то сомневались, значит, вы сумеете каким-то образом совместить или, ну, как-то нивелировать эти сомнения в какую-то части, может быть, ваших мыслей вы определитесь наверняка. И, может быть, вы как будто можете, знаете, стоять на такой развилке судьбы, когда мне нужно, у вас же все же колесо фортуны, и мы сказали, нельзя отказываться. И вы понимаете, да, я бы хотел чего-то в другом контексте, в другом ключе, чтобы что-то развивалось, но немного не так, а может быть и много. Но жизнь сейчас дает именно такую возможность. И телец, скорее всего, ее будет использовать. И правильно делает. Потому что из какого-то лабиринта нужно выйти. Как будто тоже ведь нам где-то направление показывает меч. И мы с вами начали именно с компаса. С чем-то вы определяетесь. Как будто, и мы с вами ведь тоже сказали, закрытый путь. Словно право и лево, две дорожки, два пути. Мы не пойдем сразу по двум этим тропинкам или дорогам, может быть, и широким. И нам придется выбрать одну, а от второй как будто мы точно вынуждены отказаться, потому что наших сил на все не хватит. Или это не имеет какого-то смысла. Или жизнь где-то помогает все расставить по местам. Вот такой начальный период сентября. Вот такие неожиданности и сюрпризы для вас, мои дорогие тельцы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.